Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу рассказать про мой актуальный уход за кожей лица, за кожей тела, потому что сейчас, мне кажется, осень, и это самое вообще время, чтобы поговорить на эту тему, потому что включается отопление, и наша кожа немножечко начинает так страдать без влаги, становится более сухой. Отдельно я обязательно сниму видео о том, как я сейчас ухаживаю за волосами, какие новые маски, шампуни я для себя открыла. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь и давайте скорее смотреть. В прошлом году я снимала похожее видео, где я рассказывала про свои фавориты, те средства, которые я полюбила и безумно долго ими пользовалась. В этом году уже мои предпочтения немного поменялись, но тем не менее то, о чем я вам рассказывала, оно так или иначе есть на моем туалетном столике, просто я решила лишь 2 средства добавить, о которых я уже рассказывала, и больше рассказать про что-то новое. Поэтому если вы не видели предыдущее видео, то я настоятельно советую вам посмотреть его. Оно супер интересное, и средства там действительно классные, многими я по-прежнему пользуюсь. Но давайте сегодня поговорим только о новинках, о том, что у меня недавно появилось, то, что я уже успела протестировать и сложить какое-то свое полноценное мнение. Сперва предлагаю, как по прошлой схеме пойти, поговорим про очищение, когда наша кожа нуждается в демакияже, то есть это как-то у нас нанесен макияж, и мы, соответственно, хотим его удалить. И первое средство, о котором я хочу рассказать, оно просто запало мне в сердечко, оно мне очень понравилось, это мицеллярная вода от Evelyn. Сразу скажу, что большинство средств у меня на самом деле среднего сегмента и бюджетные. Здесь не так много супер дорогих средств, о которых я буду сегодня рассказывать. И как раз таки это мицеллярная вода от Evelyn. Она просто потрясающая по стоимости, подойдет буквально каждому. Она даже, мне кажется, дешевле, чем Гарниер, о котором я рассказывала в прошлый раз. Соответственно, эта мицеллярная вода обошлась мне примерно в 250 рублей, но я знаю, что в подружке, кажется, Magnet Cosmetics, есть большая такая, упаковка, которая в 2 раза больше, а стоит буквально там на 100 рублей дороже. Поэтому по цене здесь супер. Я очень долго смеялась над тем, что здесь очень классные номинации были у этого продукта, что это супер лакшери бренд of the year. Вот, так поговорим про этот супер лакшери бренд. В общем, эта мицеллярная вода, она у нас много всего обещает на самом деле. Это и увлажнение, потому что в ее составе есть некая консистенция гиалуроновой кислоты, тут даже напишут гиалуроновая мицеллярная вода. И так или иначе, они еще заявляют, что благодаря пантенолу она снимает у нас раздражение, небольшие покраснения, и экстракты плодов различных ягод, они противостоят потускнению нашей кожи, то есть это тоже работает на то, чтобы кожа была более подсвеченная, более яркая, и единый цвет лица у нас был. Скажу честно, что я не заметила, что как-то она там отражается на раздражениях, которые присутствуют на моем лице, либо что у меня кожа поменялась, стала более какой-то насыщенной, наполненной, здесь нет. Но могу сказать сразу, что я заметила разницу именно в том, насколько увлажнена моя кожа, когда я использую мицеллярную воду. Здесь действительно присутствует такой, знаете, когда есть гиалурон в составе, вы ее чувствуете, особенно на сыворотках, потому что она такая как какая-то слизь, такая флюида для лица. Представьте их консистенцию, и когда у вас тоник с гиалуроновой кислотой или что-либо еще, то вы определенно это поймете. Здесь небольшой концентрат, мне кажется, гиалуронки, но тем не менее я его чувствую, и мне приятно. После того, как я использовала мицеллярную воду, не забывайте ее обязательно смывать, я об этом часто говорю, то кожа не стянута, она комфортно себя ощущает, даже немножко увлажнена. Я не считаю, что мицеллярная вода должна как-то увлажнять кожу, потому что есть другие средства, которые нам в этом помогают, сыворотки, даже умывашки, различные, конечно же, кремчики, но тем не менее она приятно себя в этом проявила, то есть мне кажется, что кожа более наполнена и влага остается в большей степени, чем после использования других средств. Поэтому эту мицеллярку я могу советовать. Она есть в разных форматах, там разный цвет упаковки. Мне конкретно понравилась эта розовенькая, другие не пробовала, но, возможно, они тоже крутые. Но здесь прям все, и снимает макияж, и глубоко очищает, уменьшает раздражение. Кстати, советуют, что это для чувствительной и раздраженной кожи. Я вспомнила, что моя сестра рассказывала, что в целом она очень так тяжело реагирует на мицеллярную воду, и у нее всегда глаза щиплет, и в целом не самое приятное занятие, но она говорила, что только с этой водой ей комфортно. Поэтому я думаю, что то, что заявлено, чувствительная кожа вполне себе оправдывает. У меня кожа, скажем так, средний какой-то барьер. Не могу сказать, что я страдаю от многих средств, но вот имейте в виду, если еще не пробовали, обязательно попробуйте.
Давайте пойдем дальше, и дальше я предлагаю вам уже рассказать про второй этап очищения, это когда у нас, да, мицеллярная вода, далее мы уже пользуемся различными пенками, гелями для умывания, ну, любой формат, который вам больше подходит. Сегодня я расскажу все же о гелях для умывания, потому что я поняла, что для меня они более комфортные. Пенки тоже неплохие, но вот гели как-то я суперско полюбила, их классно брать с собой в отпуск, можно, да, и отлить, несомненно, в баночку какую-нибудь, либо просто взять в таком формате, в котором она присутствует. Давайте как раз я сказала про взять с собой в отпуск, расскажу про средства, которые я использовала в отпуске. Оно как раз в таком миниатюрном формате мне подарили вместе с боксом Рибкож за покупку, мне кажется, за 5000 рублей. Но, в общем, бокс был, кстати, неплохой, там были полноразмерки, и непосредственно было 50 миллилитров здесь, кажется, этого средства. Ну, в общем, маленький такой бутылечек, но, тем не менее, я уже использовала и полную версию, а эту с собой непосредственно беру в путешествие. Мне безумно понравился этот гель, то скорее даже он позиционируется как какое-то, да, мыло, первая ступень очищения лица, и тут заявлен экстракт календулы. Если вы пользовались средствами от Kiehl's, вы знаете, что у них тоже зачастую натуральные средства есть в составе, и поэтому вы можете уже предсказать запах, который будет у этого средства. Здесь действительно чувствуется, как будто это календула, как будто это какие-то травки, и мне кажется, мы на подсознательном уровне думаем, что если тут календула и трава, то, соответственно, все будет классно. Это всегда про какую-то натуральность, да, в составе, и, конечно же, ты потенциально программируешь на успех это средство. И так как это корейское средство, я скажу честно, что я изначально в него прям поверила, потому что, ну, умеют они делать косметику, особенно уходовую. В предыдущем видео тоже я о многих таких классных находках, фаворитах рассказывала. Мне нравится безумно текстура этого геля, вы видите, он достаточно такой тягучий, он классно распределяется по лицу. Я не люблю, когда большое количество пены, да, вот появляется, когда мы распределяем средства по лицу. Мне нравится, когда мы распределяем непосредственно саму текстуру, потому что, мне кажется, так больше, да, напитается наша кожа, и больше каких-то полезных веществ все-таки останется. Конечно, я понимаю, что все эти увлажнялки, это, ну, не увлажнялки, а все умывашки, это не флюиды, это не кремы, которые у нас глубоко, да, есть возможность у них проникнуть в кожу и напитать ее, но, тем не менее, я люблю, когда после умывания у меня кожа не стянута. Это абсолютно вот первичное требование у меня для всех кремов, для всех флюидов, вот для всего, что я использую для умывания, и поэтому вот этот гель мне очень сильно понравился. И что интересно, здесь не заявлено, здесь написано, что это для загрязненной кожи, макияжем, то есть вообще это больше как бы смывка макияжа, насколько я понимаю, как его позиционирует производитель. Но я вот смывала уже мицеллярную воду и остатки макияжа, и несмотря на то, что она не позиционируется как какое-то бешеное увлажнение, я чувствую, что она наполнена определенными маслами и сохраняется все это на коже. То есть вот мне здесь понравилось, что она немножечко жирновата, вот как будто бы такой жирный эффект, но он потрясающе как бы ощущается на коже. То есть здесь прям здорово. Если вы не любите стянутость, если вы не любите обезвоженность после умывания, потому что есть, знаете, такие скрипучие средства, особенно любят ими злоупотреблять девушки и парни, у которых проблема с кожей, да, когда какие-то высыпания, акне, но поверьте, все эти спиртовые растворы, все, что сушит нашу кожу, делает еще хуже, потому что я тоже расскажу, у меня здесь определенный есть пласт непосредственно средств, которые направлены на проблемную кожу, потому что я, когда вернулась из отпуска, честно, немножко меня обсыпало, потому что разная среда была, разная вода, жесткость воды и так далее, да, то есть это сложно привыкнуть нашей коже к таким манипуляциям, поэтому меня немножко обсыпало, и я вот сделала упор конкретно на эти средства. И вот эта штука мне очень понравилась, то есть поэтому я ее советую, обязательно присмотритесь, там есть полноразмерные версии в продаже, и она прям очень комфортная, очень приятная, я давно, мне кажется, таких ощущений не испытывала, мне прям очень понравилось. И следующее средство как раз-таки, оно уже направлено на то, чтобы бороться с несовершенствами кожи. Но здесь первое, что, конечно, заявлено, что это гель, который поможет вам обесцветить, да, непосредственно постакне, ваше высыпание, то есть сделать вашу кожу более свежий, более однородный цвет появится, то есть это именно для того, чтобы придать свежести коже и обновить нашу текстуру кожи, потому что вы знаете, что одно дело побороться с какими-то несовершенствами, а другое дело вернуть вот эту текстуру красивую, да, немножко сузить поры и непосредственно обесцветить эти следы преступлений на нашем лице. И вот этот гель классно с этим справляется, он мне очень сильно понравился. Производство у него Америка, я его заказываю на iHerb, я знаю, что сейчас это сложно достаточно
если вы находитесь в России, если в СНГ, то проблем у вас не возникнет, но так или иначе сейчас просто процветают эти прекрасные перекупщики, на плохое слово, ну, скорее всего, байеры, которые вам в этом помогают, поэтому если вы увлекаетесь заказыванием, да, из Европы, то можно посмотреть, я думаю, что на маркетплейсах, скорее всего, тоже можно найти. Так как у нас здесь все направлено на то, чтобы вернуть свежесть, вернуть однородный цвет нашего лица, то, естественно, уже сами можете догадаться, что в составе у нас ягоды, да, это blackberry, у нас здесь гранат, и, соответственно, за счет этих элементов, которые присутствуют в этих ягодах, это все и обесцвечивается. То есть это такая мантра, которую нужно повторять, что вот экстракты ягод, они помогают в том, чтобы вернуть нам однородность нашей кожи. Здесь он очень жидкий, я бы сказала, то есть, видите, он даже сейчас уже такой, он прям, вот если вот это средство было текучее, да, и такое распределялось более плавномерно, так скажем, по вашему лицу, то здесь, наоборот, оно такое достаточно жидкое, у него супер какая-то, да, освежающая отдушка. И что мне, кстати, нравится, я недавно заметила, что очень похоже на вот этот серум с витамином С. Но здесь вот даже я еще раз смотрю, я не вижу витамин С в составе, но тем не менее я вижу лимон, масло лимона. Возможно, за счет этого, да, оно дает у нас такую похожую одушку, оранж, blackberry, ройбуш, то есть все вот, о чем мы с вами рассказывали, это все присутствует. И вот одушка действительно как будто это серум с витамином С. Очень освежающий, мне нравятся такие одушки, вообще как-то приятно использовать, особенно если утром вы хотите проснуться. Он не имеет никакого цвета, очень хорошо пенится, единственное, что, на мой взгляд, его достаточно сложно удалить с лица, то есть здесь надо больше как-то усилий приложить, потому что он тоже такой гелеобразный, и я вот очень люблю делать им массаж, то есть я нанесу на лицо, все это массирую, особенно классно, когда вы удаляете остатки макияжа, но если утром тоже очень классно подходит, и я честно скажу, что я приложу фотографии, конечно, я еще в процессе идеализации, да, своей кожи, чтобы вернуть все то, что у меня было до отпуска, но тем не менее мне показалось, что вот тот арсенал, который я использую, он положительно сказался на состоянии кожи, и у меня постакны как-то стали более слабо выражены, конечно, это сказывается еще и со временем, потому что кожа регенерируется, обновляется так или иначе, но тем не менее мне это средство очень понравилось, оно комфортно ощущается после него, не стянуто, более чем хорошо, и мне действительно кажется, что у меня как-то более однородная стала кожа после использования не конкретно этого средства, а связки, о которых сегодня я буду вам рассказывать. Давайте поговорим сейчас непосредственно о тониках для лица, и первый тоник, который я хочу упомянуть, я как раз рассказывала о нем в предыдущем видео, но я просто настолько его полюбила, я постоянно его обновляю, когда он заканчивается, это соответственно, тоже корейское средство от Etude House, это тоник с коллагеном. Он просто невероятный, здесь коллаген, здесь, кажется, тоже гиалуроновая кислота в составе, потому что он вот как будто бы флюид с гиалуронкой. Он суперски распределяется по коже, он не оставляет липкости, он не оставляет какого-то жирного блеска после того, как вы им пользуетесь. Действительно, у меня такое ощущение, будто кожа впитывает его буквально за секунду и уже готова для того, чтобы перейти к следующему этапу ухода за нашей кожей. Он мне очень сильно нравится, у него супер бюджетная цена, мне кажется, 800-900 рублей, и что классно, что Etude House можно все-таки найти в России, поэтому присмотритесь, пожалуйста, у них в линейке есть несколько средств, я точно помню, что есть еще крем для кожи, лица, и, скорее всего, есть какие-то флюиды и дополнительные сыворотки. Эта линейка очень хорошая, она, мне кажется, была перевыпущена и просто пользуется невероятным успехом, очень классные оценки, поэтому, если хочется какого-то увлажнения, и вы сейчас не зациклены на том, чтобы вернуть былой блеск вашей кожи, то я вот его использую постоянно, особенно перед нанесением макияжа, потому что вы знаете, что макияж нужно наносить на супер подготовленную кожу, какой бы плохой тональный крем у вас не был, насколько плохие у вас кисти, да, это не скажется, скажется в меньшей мере, если ваша кожа будет супер увлажнена, потому что на нее все лучше ложится. Поэтому это средство я просто 100% советую. И следующее средство, это как раз-таки вот об этом, да, симбиозе я вам и рассказывала, то есть это кислотный тоник от Pixi Glow тоник. Он, мне кажется, один из самых известных. У них есть тоник с витамином С, который тоже, да, как раз-таки на регенерацию и возврат в эту былого блеска вашей кожи направлен. Но вот конкретно этот тоник, он у нас кислотный, поэтому, пожалуйста, осторожнее, не пользуйтесь им летом, обязательно наносите
солнцезащитный крем после того, как вы его использовали, и лучше это делать вечером. Вообще все кислотные истории, пожалуйста, делайте один раз в день вечером, не надо 2 раза в день, потому что тогда кожа будет тяжело реагировать, и это все-таки сложно для нее, потому что это агрессивные средства. Но что я хочу сказать, что у меня были кислотные тоники. В предыдущем видео, например, я рассказывала про кислотный тоник от Елизавека, и он просто ядерный. Он просто невероятная какая-то машина по удалению всех несовершенств. В целом, что я хочу сказать, кислотный тоник я использую, когда у меня подкожники, это такие вот маленькие закрытые, да, комедоны, которые не выходят наружу, а вот там вот портят рельеф и текстуру нашей кожи. Очень хорошо кислотные тоники срабатывают. Именно после применения этого тоника кожа не натянута, потому что обычно после кислотных тоников у нас просто все вот так блистает, как будто тебе натянули лоб. Вот, здесь все достаточно щадяще, но тем не менее я заметила, что у меня проходят эти подкожники, они как-то становятся более, ну, мне кажется, рассасывают за счет элементов определенных в составе, и мне он очень сильно понравился, потому что это комфортный кислотный тоник. Я знаю, что есть еще достойные варианты, но вот этот, особенно в сравнении с Елизавекой, но честно, я Елизавеку очень многим друзьям советовала, когда они обращались вот именно с проблемами, да, на коже лица. Она действует, но она ядреная, и она пахнет так ядрено. То есть вы понимаете, что это лечение, надо потерпеть, и Елизавека потом ощущается на лице. То есть, например, если вы хотите воспользоваться Елизавекой, о которой, да, я рассказывала, и пойти погулять, то не супер комфортно. Вы прям ощущаете и запах, и немного какая-то консистенция, не то чтобы липкость, но вы чувствуете этот стресс на вашем лице. Здесь все иначе. Здесь, я бы сказала, даже какая-то отдушка свежести, то есть тут и прослеживается, да, этот кислотный запах, но тем не менее он достаточно аккуратный, и я бы сказала, что мне нравится эта отдушка, и он не ощущается на лице. То есть я, когда его наношу, он тоже впитывается, и вам очень комфортно дальше увлажнять кожу, там, например, крем, определенные, да, сыворотки, направленные на увлажнение, все это суперски ложится, поэтому я пользуюсь им с удовольствием. То есть мне очень сложно заставить себя пользоваться средствами, которые, окей, лечат нашу кожу, но неприятно ощущаются. Вот этот тоник просто класс. Я, кстати, читала, что это в Великобритании произведено, и читала, что они сохранили такую аутентичность, потому что эти средства еще, по-моему, с 90-х годов производятся, и у них такой винтажный якобы дизайн. Я бы никогда не сказала, потому что мне, наоборот, показалось, что это очень круто, модно, и мне нравится. В общем, он очень классный, поэтому, пожалуйста, присмотритесь к нему. Это миниатюрка, я покупала в Сефаре в Испании, но я знаю, что на многих сайтах продается разные версии. Есть версии, которые меньше хвалят, есть версии, которые больше хвалят, но вот конкретно это реально культовое средство, и я рада, что я его пробовала. Думаю, что в следующий раз, возможно, присмотрюсь к полноразмерке, но что мне нравится, что средство открываешь и не беспокоишься за срок годности, потому что я им пользуюсь уже месяц, посмотрите, какой расход минимальный. Очень хорошо распределяется по лицу, поэтому, пожалуйста, прям must-have-чик. Дорогие друзья, буквально секунда вашего времени. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то я убедительно прошу вас это сделать. Это очень сильно мотивирует, помогает в развитии канала, ну и делает меня вообще счастливой. Поэтому буду очень рада вашим подпискам. Дальше поговорим про сыворотки, и давайте упомянем тоже средство, о котором я уже рассказывала. Я им по-прежнему пользуюсь. Это уже вторая, мне кажется, или третья банка, потому что оно классное, и я действительно вижу, когда вот ты на постоянной основе используешь его на ночь, например, что кожа становится лучше, кожа становится более здоровой, цвет лица приятный приобретается. Поэтому, когда уже я поборюсь со всеми, скажем так, несовершенствами, я опять вернусь к этому серуму с витамином С, потому что он очень приятно ощущается на лице, и действительно я вижу, как он работает. Вот я люблю его именно наносить, когда уже моя кожа меня устраивает, и тогда самое время, чтобы придать еще больше блеску, да, какой-то и красоты. Естественно, так как это витамин С, простите, вот он немножечко у нас загустевает, если вы его оставляете открытым, то это такой оранжево-желтый цвет у нас, цвет апельсинок, мандаринок, и пахнет он также цитрусовыми, поэтому очень приятно его использовать. Прям мне кажется, что я действительно как будто мандарин растираю по своему лицу. Мне просто он очень нравится, он очень комфортный и приятный. Это тоже, кажется, американская фирма, я покупала на iHerb, но я знаю, что много сывороток есть с витамином С и в наших магазинах, в Ревоше, в Золотом Яблоке, потому что это сейчас популярное, скажем так, направление косметологии, и многие используют сыворотки с витамином С. Единственное, что я хотела сказать, вас предостеречь, что витамин С под влиянием солнечных лучей прекращает быть витамином С. Ну, то есть у него улетучивают все эти полезные вещества, поэтому, смотрите, видите, бутылек полностью
закрыт пленкой, чтобы ни в коем случае при транспортировке или где-то еще он не попал под лучи и, соответственно, не стал водичкой, которая будет бесполезна для вашего лица, для вашего тела. И когда вы его используете, пожалуйста, закрывайте крышку, то есть обязательно прям плотно все это закрываете, там нанесли на одну часть лица, закрыли, так он больше сохранит свои полезные свойства. Я знаю, что многие витамин С продаются вообще в открытых баночках, и тогда уже вопросы у меня, возможно, производитель скажет, что у него какая-то другая формула, и витамин С даже в открытой банке сохраняет свои свойства, но я перестраховываюсь, лучше перестраховаться самой, потому что о нас мало кто с вами подумает. И следующее средство. У меня такое очень сомнительное к нему отношение, потому что я сейчас его покажу, и вы сразу все поймете. Мне кажется, вы видели его просто в любом видео, когда блогеры рассказывают про то, что они освежают макияж им, про то, что они пользуются им в путешествии и так далее. То есть очень много, скажем так, отзывов на это средство, и, конечно же, я тоже повелась, но мне скорее бы просто интересно, насколько же он классный. Это сыворотка с белым трюфелем, в общем, все очень дорого-богато, обязательно нужно ее взбалтывать перед тем, как вы ее применяете, и здесь очень хороший распылитель, то есть очень прям мелкодисперсная непосредственно жидкость у нас распыляется, когда вы нажимаете на дозатор, и очень удобно и комфортно все это ощущается на вашем лице, но я не могу сказать, что это какой-то must-have, просто что-то незаменимое, потому что когда я смотрела, он стоил 3000 рублей, это полноразмерка, это 100 мл, еще есть маленькая 50 мл, вот, и когда я смотрела, цена была 3000 рублей, кажется, я по каким-то там супер промокодам и всему этому купила за 2 с чем-то, но я не могу сказать, что это какой-то must-have. Я не могу сказать, что вы не сможете жить без нее, но, тем не менее, она приятная. То есть вот если бы мне ее, наверное, подарили, да, мне нравится. Мне однозначно нравится формат. Это очень удобно, и я согласна с теми, кто говорит, что они начали больше пользоваться различными сыворотками именно за счет форм-фактора, потому что тебе нужно помыть руки, тебе нужно нанести что-то, да, потом этот крем втирать, и тем не менее не всегда есть время, не всегда есть желание, и многие грешат тем, что они пропускают какие-то этапы ухода. Здесь сыворотка комфортная, даже, например, когда ты чувствуешь немножко стянутость, но ты не хочешь, да, вот делать, например, утренний уход, и многим, кстати, и не требуется уход и утром, и вечером, то есть как бы все по потребности кожи, смотрите, потому что зимой, осенью, когда нашей коже меньше полезных веществ, да, поступает в нашу кожу, когда отопительный сезон, и кожа стянутая, сухая, да, конечно, здесь как бы наполняйте ее по тому, как она чувствует себя, как она хочет. Летом очень жарко, вы постоянно потеете, здесь скорее больше очищение какое-то важно, да, чтобы у нас комедоны не появились какие-то воспаления. Вот, эта сыворотка очень классная в этом плане. То есть, например, если утром я чувствую, что я не хочу делать уход, ну прям вообще не хочу, ты можешь всегда подойти, вот так спрыснуть, да, свое лицо и пойти дальше. Здесь она классная, но я не могу сказать, что она как-то проникает куда-то глубоко, что у меня кожа с ней какая-то фантастическая после этого. Нет, я ее ощущаю, на нее хорошо ложится макияж, здесь все в порядке, я ощущаю, да, когда даже пальчиком трогаю, либо когда дальше тональное средство наношу, я чувствую, что кожа будто бы увлажнена, но у меня такое ощущение, что она не сильно... что, знаете, это не накопительный эффект, и она не сильно как-то проникает вовнутрь, потому что я вот ей воспользовалась, и я не могу сказать, что через какое-то время, когда, знаете, впитывает средство, у вас кожа прям вот холеная, по-другому выглядит, не могу сказать, но, тем не менее, как подарок супер, повторить. Из-за форм-фактора, возможно, повторю, потому что удобно, то есть, например, я на дачу ездила, ты там не хочешь кучу кремов брать, особенно если нет возможности этим всем пользоваться, а так удобно, да, ты вроде бы как и освежился, и вроде бы приятно, и кожа наполнена, сложно. Вот, честно, сложное мнение, напишите, что вы думаете об этом средстве, возможно, сложилось мнение по отзывам блогеров, которые о нем рассказывали, возможно, вы тоже пользовались, потому что я вижу отзывы, что многие пишут, что это вау, фантастика, многие пишут, что безделушка, я как-то вот средне, вроде бы классно, но вроде бы нет. Я думаю, что если бы было похожее средство с другим составом в таком форм-факторе, наверное, попробовала бы его. Но так, конечно, он вот суперский, смотрите, он, видите, он очень мелко распыляется, у него приятная отдушка, многие пишут, что она пахнет бабушкой, чем-то таким. Я вообще не замечаю, по мне это как такой небольшой парфюм. И многие используют его, кстати, вот чтобы освежить макияж. Я не буду сейчас это делать, потому что, мне кажется, я стану блинчиком, вот, но вот такая приятная вещица. Тоже ее использую, потому что купила, но не могу какого-то определенного мнения, честно, о ней сложить. И дальше давайте поговорим про маски. Сегодня хочу показать 2 маски, и по традиции начнем с той, о которой я уже рассказывала. Это
гликолевая маска с экстрактом тыквы, меда и всего того, что тоже очень сильно помогает нам в регенерации кожи, в обновлении кожи и для того, чтобы вернуть ей былую красоту, которая у нас ушла. И, соответственно, это must-have, это просто лидер продаж на iHerb. Это очень крутая маска американская, которая просто должна быть у каждого. Честно, это не реклама, это не какой-то проплаченный материал, но она работает просто суперско. Единственное, что следите, пожалуйста, за сроком годности, потому что она у нас натуральная, такая прям пахнет тыквенным пирогом. И вот видите, она даже такого цвета у нас оранжевого, там видны частицы как будто бы корицы какой-то, то есть она очень натуральная, и ты, когда ее наносишь, кажется, будто ты сам ее сделал, или кто-то ее изготовил для тебя, потому что она прям, ну, не выглядит покупной. И после этой маски она хорошо носится, она не то чтобы как-то подщипливает сильно, да, то есть с ней комфортно. Единственное, что ее достаточно сложно удалять, я пробовала уже и спонжами, и полотенчиками, ее сложно удалить с лица, но я прям вижу, что кожа меняется. То есть это та маска, когда вы 1-2 раза используете, и вы уже поймете, что она работает. И я очень часто ее не использую, потому что она тоже все равно для кожи все-таки, скажем так, не самый какой-то софт-вариант, поэтому я ее использую 1 раз в неделю, иногда раз в 2 недели, в зависимости от состояния моей кожи, но мне она очень нравится, прям действительно видна разница. И вот в этом дуэте мне прям кажется, что кожа сказала спасибо, и мои проблемы немножечко отступили. Следующая новинка, которая появилась у меня на моем косметическом столике, это Organic Kitchen. Это очень дешево и то, что продается у вас на каждом углу. Summer Edition, я, честно говоря, не знаю, это что-то новое, скорее всего, либо уже это давно продается, но это такая приятная маска, натуральная, освежающая, с мякотью арбуза, сок бамбука, эфирное масло, лайма. Честно скажу, что я искала что-то такое легкое, увлажняющее скорее, потому что у меня вот все маски, они у меня еще глиняные, пузырьковая маска есть из-за века, я вам рассказывала, как она смешно выглядит. И что-то такое хотелось легкое, приятное и скорее направленное на увлажнение. Я ее взяла попробовать, потому что, видите, она такая желеобразная, я люблю такие маски, они действительно освежают тебя и придают какое-то приятное настроение, потому что пахнет она, конечно, невероятно, она пахнет настоящим арбузом, прям лучше, чем любая арбузная жвачка, я вам точно скажу. Вот. И она очень приятная, я ждала от нее увлажнения, но скажу, что скорее ты ощущаешь какое-то освежение, и не чувствую я, что моя кожа как-то очень увлажнена, но как такая, знаете, летняя игрушка, мне понравилась, она приятная, я не заметила каких-то плохих последствий, и мне вот очень нравится ощущение вот этой желешки на моем лице, приятный запах. Вот, конечно, здесь еще витамин С и Е написан, который как раз-таки и должен, да, влиять на то, чтобы наша кожа наполнялась и обновлялась. Но вот я скажу, что за 150 рублей очень приятно, если вам хочется такого летнего настроения, особенно сейчас, уже лето далеко позади нас, то можно воспользоваться этой маской, она прям приятная, особенно за ту стоимость, которую я за нее отдала. И последнее средство, которое у нас будет для лица, да, кажется, оно последнее на сегодня, это сыворотка, которой я очень давно пользуюсь, но это история для тех, кто борется с какими-то проблемами на своей коже, и я думаю, что вы узнали ее. Если вы ей пользуетесь, то вы ее узнали. Это лосьон называется, но скорее это болтушка, потому что она такая белого цвета, и используется она, вот видите, она супер густеет, поэтому, пожалуйста, осторожнее с ней, не оставляйте ее открытой, иначе вы ей пользоваться не сможете. Соответственно, это израильский бренд Gigi, косметический, профессиональный, и многие косметологи на нем работают, как на основном бренде. Да, это умывание, маски и прочее, и, соответственно, об этом средстве мне тоже рассказал мой косметолог еще 7-8 лет назад, и я его вот все это время покупаю, потому что он классно работает со всеми высыпаниями, воспалениями. То есть, если у вас шаловливые ручки, и вы что-то там подавили, и не смогли дотерпеть, пока это несовершенство само идет с вашей кожи, то это просто спасение. Его можно использовать на закрытых комедонах, когда вы видите, что у вас созревает непосредственно прыщ, то можно нанести это средство, и оно подсушит его. Если вы все-таки залезли туда вашими ручками, надеюсь, что все это обработано было спиртом до того, как вы это сделали,
Но в любом случае вот эта вещь вам поможет, потому что когда, например, вы удалили воспаление с вашего лица, вы наносите эту болтушку, и она подсушивает за ночь, и за ночь у вас как будто бы заживает уже ваше воспаление, и оно очень редко повторно воспаляется. Конечно, зависит от того, как вы удалили и все прочее, это вам лучше расскажут косметологи. Я в этом не так сильна, на обывательском скорее уровне, но вот если вы нашалили, то эта вещь просто must have. Вот правда, если вы страдаете воспалениями на лице, если у вас бывает высыпание, если вы как-то с ним боретесь, такая вещь должна быть у каждого, потому что я ее постоянно повторяю и всегда наношу вот на какие-то проблемные участки, потому что она прям очень сильно помогает. Я ее невероятно люблю. Да, она стягивает, что логично. Да, потом суховата кожа там, где вы ее нанесли, поэтому наносите ее прям точечно. Вот, и потом дополнительно увлажняйте. Здесь оставит цинк, собственно, вы, наверное, догадались из описания. И вот это прям самая классная вещичка, которая у меня была. И давайте немного затронем тему ухода за нашей кожей, потому что я сказала, что осенью это особенно актуально. Если раньше можно было там летом, да, раз в 3 дня увлажнять вашу кожу, ну или по потребностям, то осенью буквально каждый раз, когда я выхожу из душа, я понимаю, что моя кожа сухая, мне не очень комфортно. Иногда на ногах у меня слишком сухая кожа, и мне хочется, конечно же, увлажнения. И здесь я вам расскажу про 2 средства, они супер кардинально, просто противоположные друг другу, но я была так приятно удивлена, поэтому не могу не рассказать. И вот чем я была приятно удивлена, это лосьон от Avon. У меня, кстати, видео на канале, как зародились Avon, что это вообще такое. Я сказала, что я безумным каким-то уважением прониклась к своему бренду. И вот, мне кажется, это результат моего уважения. Честно говоря, мне подарили этот набор, и, конечно, я немножко скептически к нему отнеслась, потому что я подумала, что, наверное, того увлажнения, к которому я привыкла, навряд ли сможет догнать их Avon. Но я вам скажу, что вот этот наборчик, который у меня был, сейчас я покажу, потому что там еще был спрей парфюмированный, даже вся история вот с очень приятным запахом, розовый букет и кашемир. Спрей парфюмированный, он слишком ярко выраженный, и он прям действительно как духи. И здесь нужно вот на любителя, я его редко использую. Но вот эти 2 средства, это крем для рук и, соответственно, лосьон для тела, они мне очень понравились. Просто классно. Особенно, что я думаю, что цена очень бюджетная у этого набора. Прям вообще могу рекомендовать, потому что мне кажется, что вот это средство, его полноразмерная, ну вот полная цена была 1000 рублей, когда я покупала, я думаю, сейчас это порядка 1500 рублей, но я его со скидкой покупала, с очень большой, там было типа 3 по цене одного, я любитель скидок, вот, но, как бы, знаете, это, наверное, стоит раза в 3-4 дешевле, но оно приятное, они совершенно разные. Давайте сейчас расскажу вам про вот это средство от Avon, у него приятный запах, но я бы не сказала, что он такой простой. Все-таки написано, что он парфюмированный, и поэтому не ожидайте какого-то очень открытого запаха, да, кашемира или букета цветов. Тут все равно какая-то вот композиция, потому что когда у нас лосьоны парфюмированные, это значит, что все-таки будет больше похоже на мисс для тела, на определенные духи, то есть это не какие-то открытые в лоб запахи, это что-то более немножко сложное. И он приятный, он освежающий, он действительно отдает чем-то цветочным, но тем не менее запах приятный, и он остается на коже вашей достаточно долго, что не может не радовать, это приятно, и мне нравится его текстура, она относительно флюидная. То есть, если мы говорим про этот крем, и он прям очень сильно плотный, он такой прям жирный, прям я такие люблю, особенно в холодное время года, то есть он такой очень питательный, но, тем не менее, хорошо впитывается. Здесь такой флюидик, и, честно говоря, я не могу сказать, что я прям им как-то пользовалась. Ну да, я пользуюсь им порядка 2 месяцев, наверное, чередую его со средствами, но он просто очень сильно уходит, потому что он очень такой на водянистой какой-то основе, и мне хочется его больше нанести, чтобы более напитать кожу, но он очень приятный, им сложно переборщить, он классно впитывается, он остается на вашей коже, вот именно, знаете, я ненавижу, когда у вас уходовые средства, такие вот будто пленкой, да, ложатся на ваши ноги, там, руки, это очень комфортно, поэтому нереально удивлена и могу посоветовать вот такую штучку, если у вас не супер большой бюджет или вы хотите чего-то эдакого попробовать, то вообще прям welcome. Ну, раз мы уже заговорили и, соответственно, про этот набор, в наборе был еще такой крем для рук, написано, что якобы увлажнение 48 часов, конечно же, нет, он достаточно, у него такая текстура. Давайте тоже с вами нанесем. Тоже такая, по мне, более флюидная текстура, потому что в сравнении мы с вами нанесем еще второй крем, который тоже я вам расскажу. Просто раз уж мы наносим, то вы увидите совершенно
разная текстура, и по-разному все это ощущается на вашей коже. То есть, если мы говорим сейчас с вами про Avon, то он тоже такой прям флюидообразный, он очень легко впитывается, он просто... Вот я много сейчас, конечно, нанесла, но, тем не менее, он такой комфортный, очень легкий, у него приятный такой вот освежающий аромат. Мне прям он очень нравится, поэтому этот крем тоже могу советовать. Мне кажется, они вообще рублей по 99, наверное, какие-то сезонные акции. То есть прям очень он приятный и достаточно неплохой. И второй крем, давайте тоже про него сразу поговорим. Это у нас, кстати, российское производство, это Лабораториум вместе с коллаборацией «Время перемен». И они сделали такие культовые запахи. У меня запах, который ассоциируется с Twin Peaks, кофе с пончиками. По текстуре, если мы говорим по текстуре, он, посмотрите, он уже такой плотный, он плохо у нас выдавливается, ну, плохо, что достаточно тяжело, с силой. И он вот очень хорошо для вечернего ухода. Я вот даже их вместе сейчас смешала, и это разные текстуры, они совершенно разные, они по-разному ощущаются. И вот если мы говорим, там, что мы наносим какой-то определенный крем, чтобы напитать нашу кожу перед сном, то я вот этот очень люблю крем. Извините, я такая просто вот такая ухаживаю за собой, рассказываю вам, посмотрите. Вот, ну, в общем, так, все, вернулись. Этот крем, он просто суперский, он очень плотный, он хорошо питает, и конкретно вот, да, для такого глубокого увлажнения он очень хорошо подходит. Единственное, что он жирноватый. Если вы не любите жирные текстуры, если вы любите более легкие текстуры, есть такие люди, которые это не любят, то вот этот крем вам не подойдет. Я, честно говоря, не пробовала у Лабораториума другие средства, непосредственно, ну, кремы с другими запахами, другие по консистенции, поэтому, возможно, только этот крем такой плотный, но он такой прям вот жирный, вот написано питательный крем, и, честно говоря, он питательный. И, кстати, мне почему-то кажется, что это не совсем крем для рук, да, вот, я помню, что я где-то это видела, это крем для рук и тела, наполненный маслами и натуральными компонентами, да, то есть поэтому, возможно, он и такой плотный, то есть если мы, например, нанесем на наши ноги, то там такая консистенция, может быть, более как-то будет логичной, вот, но я просто люблю очень сильно такие жирнющие кремы, поэтому мне понравилось. Это запах кофе с пончиками, и он пахнет просто как сладкая булочка с ванилью, с корицей, он очень приторный, но... Просто очень люблю этот запах, потому что я люблю все сладкое. И раз уж мы тоже, простите меня, что я немножко так сумбурно рассказываю, но мне как-то хочется все связать какой-то, да, единой цепью. И вот этот, соответственно, крем для тела, который я сравнивала, да, с этим от Avon, это у нас Bath and Body Works. Те, кто успел попробовать, пока магазин был в России, но, кстати, они закрылись уже давно, не связано с последними событиями, они ушли, наверное, 2 года назад из Москвы, 2,5, потому что, наверное, продажи были не очень высокие, у них были постоянно акции, и я на этих акциях закупила просто все ароматы, все запахи, потому что это лучшее средство для тела, которое я использовала. Я прям могу сказать со 100% уверенностью, потому что лучше ничего я не использовала. Я очень сильно люблю сильно парфюмированные средства, сладкие, чтобы этот запах оставался на теле, чтобы вы вышли из душа и в душе еще пахло вашим запахом. То есть я люблю, когда вот одежда пропитывается, халат пропитывается. То есть, ну, действительно, для меня чем больше пахнет, тем лучше. Я вот очень сильно это люблю. Я не люблю, когда средство сильно выветривается с тела. Поэтому вот Bath and Body Works для меня это просто лучшее, что можно придумать. И у них очень интересные запахи. У них есть запахи какие-то прямые, да, так прямолинейные, запахи ванили, запахи вишни, запахи вина и так далее. И есть запахи более сложные, как я рассказывала, это парфюмированные. У них есть запах Into the Night, у них есть что-то связанное с Wishes, запах тоже один из моих самых любимых. И вот In the Stars, он тоже очень-очень классный. Он напоминает мне что-то восточное, что-то пикантное, он не легкий, но тем не менее он очень красиво раскрывается на вашем теле, очень красиво ощущается, и я в нем прям чувствую себя здорово. У меня есть и спреи, да, с этим запахом, и гель для душа. В общем, я очень сильно люблю этот запах и те два, о которых я вам сказала. И это лосьон, который обогащен, понятно, маслом ши, кокосовым маслом, витамином Е, и он такой прям жирненький, но он очень классно ощущается на коже, он не оставляет пленки, кожа дышит с ним. Знаете, вот когда я использовала не самые хорошие кремы, которые, наверное, не очень сильно мне еще подходили, то не впитывается, и у тебя как будто не дышит кожа,
и прям неприятно очень. Вот с этим такого нет. Даже если переборщите, он постепенно впитается, и вы будете очень комфортно себя с ним чувствовать. Ну что, дорогие друзья, ну вот и все, мое видео подошло к концу. Спасибо огромное, что смотрели его до конца. Напишите, пожалуйста, о ваших фаворитах. Меняете ли вы уход за кожей вашего лица, тела, в зависимости от того, в каком состоянии ваша кожа, в зависимости от того, какой период у нас за окном, время года. Это все очень интересно, и, конечно же, рассказывайте о своих фаворитах, потому что я всегда не прочь попробовать что-то новое и сформировать определенное мнение. Спасибо еще раз, что вы были со мной это время, посмотрели видео. Надеюсь, что вы подписались на канал и уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Пока!